Всем привет! Сегодня третий день группового этапа. У нас сегодня 2 серии. Мы начинаем играть с Entity. У Entity, как вы знаете, замена. У них вместо керри оффлейнер. На керри Saberlight. Играют они очень темпово. Они играют в 3 оффлейнера. У них нет керри, то есть игру они в лейт не затягивают. И я думаю, мы с этим что-то придумаем. В частности, я думаю, нам надо будет либо отвечать, либо доджить. Там уже по ходу драфта разберемся. Сейчас наш драфтер, гений мысли и отец демократии русской Ярослав Мипошко-Найденов сейчас разбирается с драфтами. Так что я надеюсь, он сейчас разберется, покумекает, и все будет хорошо. Играют они в целом неплохо. Я ожидал, что они будут играть хуже, но они идут 5-3. Saberlight очень хорошо играет на своих героях. Так что я думаю, схватка будет интересная, позитивная. И мы покажем хорошую игру. Absolutely god-awful start in the bot lane. We're seeing Toronto Tokyo, the Mars Arena with the Mortimer's Kisses. Saberlight is just dead. Pretty easy kill overall as Collapse still has the Roar to work with. Trying to focus on Stormstormer. Lockdown thanks to the Cookie now. They have the Rebuke into the Spear. Very beautiful. Oh, gonna have the Arena. Toronto Tokyo finds 2, but he's gonna get slept pretty much right off the bat. Gets a big rebuke onto Stormstormer and Fishman. The Nightmare comes out though. Stormstormer's walking away just a sliver of HP. Toronto Tokyo pops the wand, staying safe, but you can see the Aegis has already been taken by Yatoro, who's just soloing it the whole time. They've already lost 2 on the side of Team Spirit, but it's a trade soon enough. Yep, okay, they scout him out, but here comes the initiation from Toronto Tokyo. Fishman is dead right off the bat as Yatoro gets the Aegis, gets the Shard, and Toby's dead. Double kill for Yatoro, and a curse only onto 1, into the Roar. Saberlight has not gotten to play if he can get to it, but he might find his way to the grave instead. Abyssal Blaze is going to hold him in place as Toronto Tokyo. Really focusing on Zeus this game after missing a couple Mars Arenas earlier, and this is a huge win. Всем привет, и с вами снова вечерняя аналитика с Ярославом Мипошко-Найденовым и... Ильей. Да, вот, значит, и закончились группы, мы выжили в этой непростой борьбе, королевской битве. Давай обсудим, что же происходило в наших играх. Может быть, подметим что-то интересное. Вот, например, с Entity. Помнишь, с чем еще играли-то? Я играл на Урсе, ты играл на Виверне. Мы выиграли королевскую битву за Виверну. Вот. Александр Хартек играл на Марсе. Магомед Халилов играл на Бестмастере. И Мирослав Колпаков играл на Snapfire. Мы их аутдрафтнули в салат. Согласен, согласен. Просто все линии разъеб, но и в принципе закономерная победа. Да, мы, так сказать, ожидали от них 15-го Бейна, которого, собственно, они и взяли. И тут они попались на крючок. Там сразу Бестмастер, инста, ну и там уже как бы даже дело в шляпе. Там Да. даже можно было последнего героя не брать. Я купил Аганим на Урсе. Сейчас. Против Бейна. Там же как? Они пикнули Тиммера, мы такие, ну он пойдет против Бестмастера. И мы такие, Мак, что ты как, вообще справишься с ним? А он такой, не знаю, и разъебал его. И, собственно, да, на самом деле там уже на линиях плюс-минус игра закончилась, как-то у нас все хорошо пошло. Да. Я вспомнил, я там качался на Виверне минут 5 в топе. Да, было дело. Да, потому что я понял, что меня просто невозможно прогнать. Ну и я уже чувствовал, что, короче, там как-то игра так в целом все протекала, что... Очень спокойно, да? Да, Очень размеренно, закономерно. спокойно, как-то с линии уже все становилось понятно. В принципе, у них был шанс выиграть эту игру, если бы они нажали в меня финсгрип и дали мне весь прокаст их героев. Но я купил Аганим. Да. И, в принципе, Да. И на этом уже их нападение, как бы, на этом их полномочия все. Аутов у них уже не стало. Да. Стоит еще отметить, что во время драфта мы ожидали от них 15-го Балнара, потому что против Виверны и Марса это очень хороший герой, которым они играли. Но мы сделали ставку на то, что они его просто не пикнут. Ставка сыграла. Ставка сыграла, и, собственно, первая карта за нами. Fishman. The leap is there for Mira. Fishman trying to man up, but the first blood's going to go to Mira. 45 seconds on the deck. It's an unfortunate death for him, but Stormstorm wants to get some revenge. Avatos finally takes out Miposhka, the first death for Team Spirit in this engagement. As Toby pops that ult. Double kill for Mira to start this out, though. Toronto Tokyo just getting chomped to the bit by Toby, which is going to town on everybody now. Mira able to leap to safety, but collapses the bigger kill, and invested in him is a gold bounty in Yatoro, who only has a hand of Midas, and he's gonna drop. А во второй ставка не сыграла. Не сыграла. 15-й Балнар появился, и дальше мы уже не до конца понимали, что делать. Точнее как, мы хотели снова взять Бестмастера, потому что это хороший герой, но мы понимали, что дальше последует Чен, и мы такие, Мира, ну на подме ты сможешь его оттарабанить? Он такой, ну
вполне, наверное, смогу. Но оттарабанили нас. Да. Не, мир точно оттарабанил, но нас оттарабанил нечаянно. В первой карте было у нас хороший драфт, хорошее исполнение, хорошее перемещение по карте. Да. Во второй карте были хорошее исполнение, хорошее перемещение по карте, но у них. У нас даже на 23-й пик мы вообще не знали, что нам пикнуть. Взяли Найкса, у которого, оказывается, 58 урона на 7-м левеле. И чуть-чуть сложно стоять против Ликана со 150. Мы оказались в такой ситуации, в которой нам недостаточно было комфортно играть. Мы не до конца понимали, как распоряжаться нашими героями. И, собственно, что? Да, блин, просто Тини огромный был, бегал нас, убивал. Там еще был НС, он тоже бегал нас, убивал. А у нас... Да, игра закончилась за 29 минут, в принципе, здесь обсуждать нечего, просто аутдрафт. В целом серия, в которой игры заканчивались на драфте, я бы так сказал. Сейчас встречаемся с бумами. Вот, вторая игра за день уже. Ситуация в группе довольно-таки close. Все команды могут выиграть у любой. Где-то по пикам ошибаемся, где-то отдаем фри игры. Ну, для этого и нужны группы, мне кажется, чтобы разогнаться и найти свои пики идеальные и понимать, ну, как можно лучше понять мету и так далее. Меня тут еще спрашивали насчет мидера Буми Пажа. Ну, это хороший игрок. Я о нем узнал во время турнира в Дубае. В какой-то момент смотрел его реплей. Ну, хорошо играет. Если не будем ошибаться на драфтах, думаю, да, у нас есть шанс их 2-0 закрыть. Jackie trying to reposition, but Toronto Tokyo is all over the place. The Avatos with the tree volley. Yopaj just a little bit late on the electric vortex with the Aghanim Scepter. Oh, he's gonna force the BKB. TP, but the Thunderbolt takes him out. Oh, we have the roar. Solar Guardian coming as well. This will be such a big kill for Boom and Yatoro, I should say, jumping in. Lincoln's is procced already, but the Billies are already taking massive damage, and they have the control, but a nice save for the time being. Collapse trying to create as much space as he can for the Void to get out. Yatoro trying to heal up as much as he can, but you can see, even with the Chronosphere, they're just beating down the Ancient, and Boom Esports. Следующая серия у нас была против команды Boom. Бум. Неплохая такая азиатская вроде команда. В первой карте мы очень плохо играли, Да? очень плохо коммуницировали. А, так это же та самая Это карта, та самая где карта. мы 360 сделали, да? Да. Но они тоже плохо играли. Не знаю, как они коммуницировали. И поэтому игра прошла 50 минут. Они не смогли закончить, мы не смогли дожать. И, в принципе, на этом наши полномочия все. Игра была очень интересная на самом деле. Было Зрелищно. очень много, да, поворотов в игре. Очень много нетворса мы набирали именно за счет драк. Уже после того, как они закинули, мы начали разгоняться все больше и больше, забрали третьего Рошана, что немаловажно. Но потом у нас произошли проблемы с коммуникацией, и мы закинули игру. Перестали фокусироваться на чем-то одном, не смогли сойтись в одном мнении. И, собственно, произошел небольшой закидон, после которого уже не смогли камбэкнуть. Какие-то герои плюс-минус, ну, каких-то мы ожидали, каких-то мы и планировали брать. И в целом у нас пик получился, я считаю, довольно хорошим. Единственное, что можно изменить, это ласт-пик. То есть вместо Акса взять какого-то другого героя, но... На спеке забанить, я думаю, Шторма. Потому что Шторм прям, ну, я смотрю, прям заебный. Да не, я не Максимально считаю. для 4 героев. Он прыгает Дазла, Зевса, Вайду мешает играть против Тини, но плюс-минус нормально стоит. Да не, я бы не сказал. Тут только у них есть аут, если мы Шторма первого убиваем, но там таунбрейкер. Поэтому на него сложно попасть первые там 15 минут, а потом у него уже БКБ. Да не, я бы не сказал. Я не думаю, что Шторм тут настолько решал. Это как раз та игра, мне кажется, где ему не очень Там стрёмно Шторм играть. под бистом. Да пофиг. Тини очень хороший герой против Шторма. Да. Хорошо стоит в мид, Да. с которым потом его легко убить, потому что у нас Зевс. У нас очень большой burst Ну, там damage, и даунбрейкер. он не, допустим, даже даунбрейкер есть. Думаешь, она не спасет? У нас есть еще и Вольт, и Акс, которые могут вторым планом накидываться. И даже когда даунбрейкер прилетает, она прилетает в Хрона или прилетает в кол Акса, и туда еще до кучи наваливаем. И понятно. они просто умирают. У них Все хорошо. мы хорошо играли early game, мы очень здорово свапнули линии, и игра очень хорошо протекала, первые где-то минут 10, но в самый нужный момент мы не смогли принять верное решение, то есть, Мы АФК. да, мы 12 минут стояли на линиях, и у нас герои, ну, не перемещались по карте от слова, ну, вообще, короче. Я считаю, так неправильно играть в доту, не, так команда, ну, так далеко, короче, не уедешь, и, собственно, от такого пассивного стояния
у Ильи сдали нервы, и он говорит... Сдали нахуй. Да, Я и тоже он говорит, сказал. что в боте стоит Рубик, парни, надо его убить. А мы говорим, да все нормально, не обязательно. Он такой, я хочу его убить, Ярик, пойдем. Мы пошли, напали, поставили хрона. Блин, там вообще вспомнил, там такой мем вообще ситуация. Мы такие, ну что, Илюх, давай его вдвоем попробуем убить. Да, никого не зовем, типа, ну все, сами такое решение приняли. Я такой думаю, ну сейчас мы хрона поставим, там башек вылетит, он умрет. Собственно, мы напали. Что произошло? Хрона поставили, бьем. Я посчитал, 5 ударов произошло, без башей. Собственно, из-за этого он выжил. Он выпрыгнул, потому что у него был украден тайм-волк. Мы с Илюхой такие, да пофиг, давай дальше, доталывать, что уже, раз уж напали, ну не будем же мы заднюю давать, мы же не лохи какие-то. Все, мы пошли до конца. Убить его не получилось, умерли. Но тут оказалось, что у нас 3 героя нажали телепорты к нам, хотя мы это даже не планировали. В общем, там был нереальный замес, мы потеряли за это мид. Там особо драка успехом не прямо увенчалась. И после этого стало играть тяжелее. Потом была еще одна драка в миде, где они первыми напали на Тини. Мага чуть-чуть промахнулся колом, с кем не бывает, руки дрожат, лан, все дела. Ну и, в общем, ту драку мы проиграли вообще подчастую, и игра стала еще сложнее. Но, стоит отметить, драфт летел. Да. У нас очень хороший такой драфт с механикой камбэка. У нас крутые кнопки, АОЕ-кнопки, АОЕ-станы и так далее. Чем, собственно, мы и воспользовались. Но недостаточно хорошо. Here, oh, it looks like Team Spirit are the ones on the pursuit. Jackie Boy, he's in a lot of trouble. Toronto Tokyo able to connect once, and there's the black hole, and that is going to lead to 2 kills for... And another Avitas. Man, Mira has been all over the place this game on this Tiny. Skem just stuck in the trees, no Kobold to save him this time. And looks like he's going to drop as a result. And there's the last black hole of the game in all likelihood. Collapse, finding everything, a rampage for Yatoro. По второй карте у нас Terrorblade. На этом можно, в принципе, закончить аналитику. Они взяли Чена, а Чен — герой на исполнение. Да. Я считаю, что вообще, ты не можешь просто взять Чена и типа побеждать, думать, что сейчас я куплю меку, нажму ульти, мы победим. Это герой, который требует хорошего микроконтроля, да и вообще хорошего исполнения как команды. Хорошего знания крипов, Да, хорошего нужно понимания, каких крипов в какой ситуации. Да. То есть ты не можешь его просто взять, особенно в Пангальер, в Энигму. У Ярослава просто 5000 игр на Чене. Он знает, что он говорит. Да. Возможно, вы не видели меня, но кто знает, все еще будет. Если с вами попадается Бобби Центр, это Ярослав. У них не самый лучший драфт, на мой взгляд. Чизовый, да? Ну такой Ты вот так не думаешь? инвокер, который особо сейчас не месте не популярный, да и у нас опять же хороший герой против инвокера. Вот я смотрю, вот этот драфт 27-я минута. Если заходит игра на 28-й, они проигрывают сразу. Я понял. Кстати, да, она реально за 27 бы закончилась, но что произошло? Что ж пошло не так-то? Я же играл на Дазле против Марси Вайпера. Скажем так, линия не самая приятная. Очень легко ошибиться. А я человек простой, обычный, я тоже ошибаюсь. Человеческий фактор, все дела. И так вышло, что где-то 2-я, 3-я смерть, там недалеко 7-я. А после 7-й уже похуй. После 7-й уже нет, уже как раз вообще не похуй. Вообще не похуй, потому да? что, Разозлили. в принципе, там линия уже закончилась, можно уже не фидить. Ты уже бегаешь с командой. И, собственно, я пару стриков им набил. Тяжелая была игра для меня лично, я чувствовал себя уставшим. Много не получалось, как на линии, так и в какой-то мере по игре, наверное. Хотя по игре уже не помню. Я помню, что... По игре все было просто, Ярик. По игре у нас реально все просто. У нас хороший драфт, там просто им несложно победить. Вот. Да. Кстати, там же еще... Почему она еще затянулась? Там у маги немножко не получалось дать бэкхолл. Опять руки дрожали, опять лан. Ладно, это забей, это все сказывается, вся эта фигня. Он стоит, якобы прячется, а Донбрекер прыгает. И убивает его с первого спала. Раскручивается так, и он умирает. И как-то мы такие, отходим. И так 2 раза подряд. В общем, чуть-чуть. Не доиграл. Это в целом серия такая, она, знаешь, была... Не хватало нам фокуса на ней. Короче, не хватало где-то собраться. Не знаю, Ярик, я был в максимальном фокусе, я говорил все, что угодно, все, что можно я же понял. было. Там же ты тараторил с Мирой, как будто, я не знаю, вы решили поучаствовать, кто больше слов скажет во время игры. И там можно какие сделать выводы? Как не нужно прятаться на Энигме, как не нужно ставить линию на Дазле против Марси Вайпера, как нужно фармить лес на Терраблейде. Итак, сегодня последний день нашего выступления в групповой стадии. У нас матч с Нави последний. В первую очередь, наверное, он для нас принципиальный, чтобы взять реванш после лиги. И потому что это Нави, и потому что, в общем, много причин. Во вторую очередь уже выйти в верхнюю сетку.
Так что мы будем стараться очень сильно его выиграть. Я думаю, у нас получится. Я думаю, у нас есть хорошие идеи на эту серию. Подготовились мы хорошо и должны выигрывать ее. Just sitting back, farming away. They're stacking up agents for him as well, so he can swing up to triangle. Yatoro using Omni Slash top to try and buy some time. And gets Won't the get a kill. kill. And we do have a blink on the Enigma and a good toss back. Templar Assassin sent into Pushed the on the mid-stop low ground. But BKB's up and still holds Aegis. Mira slowed down. V-Tune finished off by the Omni Slash. Another round again. They've got Black Hole. Collapse will throw it in. And Ember Spirits jumped into the middle of it. The Grave from Solo. It's not going to save him. V-Tune still going to get spun down and blown up by Team Spirit. Who's got the prism? Did I see that incorrectly? They do get a jump onto the Ember Spirit. Grave from Solo's there. Onto the high ground and a focusing up towards V-Tune. Aegis popped out. Yatoro doing some sick damage while Lays does chase back onto Toronto Tokyo. Collapses in with a black hole on two. The golem drops with a fatal bond. Great kisses the storm. Black hole cancelled immediately. Так, ну что ж, вот мы и подходим к изюминке, так сказать, нашей аналитики. Это игра против Нави. Что вообще можешь сказать про команду соперников? Я могу сказать, что Нави проебали. На самом деле у них есть очень хорошие стратегии, и против них было драфтить не очень приятно. И, в принципе, эти две карты из серии выиграны на исполнении, я считаю, больше, чем на драфте. Согласен. Мы очень хорошо делились по карте. В принципе, команда перспективная, она молодая достаточно. Первый лан, первый как бы опыт у Да, ребят, некоторых да. из команды. Да. Вот, так что будет чему им набраться. Так что я желаю им только всего самого лучшего. Переходим к первой карте. Что мы тут видим? У них Dawnbreaker Рубик линия, Dazzle Ланая и Эмбер. В принципе, достаточно сигнатурный распик. Герои часто появляются на турнире, герои пикабельные. Но, мне кажется, у них не хватило опыта. В частности, на керри Ланае, мне кажется, они очень мало играли с ней. И, как я потом посмотрел, у Рубика на 11-й минуте 1800 нетфорс. Тоже герой не с Веденстронга. Так что им было сложно как бы найти себя в некотором плане у этих игроков. Но у нас была Enigma, Snapfire линия, по-моему. Enigma Tini, Да. Snapfire Mid Да. и Jagger Warlock линия. Да. Мы взяли Jagger Warlock в надежде с Божьей помощью постоять, просто не умереть. Да. Вот. В принципе, у нас это почти получилось, как известно. Один раз не получилось, Один остальные раз, как разы говорится, получилось. не получилось, а вторые разы уже получаются. Конечно, конечно. Но, в принципе, мы играли от своих таймингов. Почти не сдохли 16 раз подряд за 5 минут. Чуть-чуть. Вот. Но что? Что но? Мы апнули свои шмотки, апнули левела, они немножко зачезили на троечку, и там-то мы их всех и порешали к хуям. Заманили в ловушку к себе Да. на сладенькую троечку. Да. Там-то мы, да, попались они. Да, блин, Илюх, ты только скажи, просто на Джаггере решил подзасолить каточку. Подзасолить. Ну да, там что у тебя на 15-1, что бегал, резал. Подзасахарить, я бы сказал. Игра была вообще непростая. Мы неплохо подготовились, у нас реально получился хороший драфт. И мы отыграли early game довольно хорошо, я считаю. Где-то по минуту 16-17. Вот там-то все и началось катиться, так сказать, коту под хвост. 15 минута. Мы забираем Т2 в боте с Энигмой, убиваем Dawnbreaker. Они забирают Рошана. Нас это полностью устраивает. Да, мы затрейдили осознанно фарм. Приняли осознанное Да, решение такое. Что Но- дальше? Что происходит дальше? А я помню, что произошло. Ты помнишь? Да, помню. Хорошо, говори. Я расскажу. Сейчас ты покажешь нам. Мы, значит, я такой думаю. Ну что, парни, мы их всех видим в нашем лесу. Может, пойдем им поясним, что этот лес наш? А Мира такой: парни, мне до блинка немного. Там что-то голды 300-400, он в топе качался. И мы такие: ну давайте ждать блинк. Давайте ждать блинк. Но что происходит? Миру убивают, подловили его там. Хотя я ему спрашивал: ты себя достаточно комфортно там чувствуешь? Он сказал: да, и умер. Бывает. Что произошло дальше? Самая грустная история, которую Да. рассказал Эрнест Хемингуэй. Мы что-то там попытались убить, помню, в боте Dawnbreaker. Там прилетел Дазл, и буквально вот полсекунды не хватило, чтобы мы ее убили, он дал грейв. Ну, ничего страшного, но они в этот момент, видимо, нажали смог,
побежали в мид, убили меня, потому что я там чуть-чуть загулял, чуть-чуть задержался буквально. Там убили 4. Саня пошел мне помогать. Да. Попытался помочь, не смог. Прибежала темпларка, убила его. Он нажал БКБ, тапаут, не успел. Убила его опять. А потом, вот я уже точно не помню, но в этот момент уже, в принципе, стало довольно все Тяжко. грустновато Да, как-то. враги начали нас выдавливать. Да, они начали стакиться пятером. Мы даже хоть и взяли Бринк на тени и пытались найти какую-то драку, что-то там через Бринк тени напасть, тоснуть. Руки дрожали, против Нави играли. Вот, в частности, у Миры, потому что он прыгал и не получалось тоснуть героя, его сразу Эмбер подвязывал. Короче, все наши атаки проваливались. Вплоть до момента, пока Илюха не раскачался и просто не убил их даже без тени. Я делал лишь то, что я ставил потные хитрые варты, вот, и их еще находил. Потнющие варды, из них лился пот. Для меня игра запомнилась так, что я бегаю от врагов по всей карте, команда фидит, ничего необычного, как говорится. Но потом я нажал Omni/Slash в Рубика, который украл Black Hole, убил его на нашей тройке. Но, в принципе, я думаю, переломный момент был именно их заход на тройку. Да, там их Да. 3 или 4 убили. Там и всё. Ланая ошиблась, прыгнула, умерла. И, в принципе, на этом их полномочия все. Катки стал капут. Да. Типа сначала шла под нашим контролем, потом под их, потом потом уже не уже отпустили. скилл порешал. See the morph, Mira. Oh, they get the jump onto Collapse. Laying straight in towards the Mars. The static link to drain his damage, but he's been moved around. He suddenly lifted out of danger. Toronto Tokyo trying to turn with his BKB, but he's been blown up. Sweden Strong is found by Yatoro. And the Morphling showing his prowess. Na'Vi, they've got a TP away. They can't fight against this man. Yatoro can just 1v5. Boss coming in. Toronto Tokyo jumps straight onto Snapfire. They've blown him up. Yatoro diving in deep with the double wave form. V-Tune, the standard link bows back onto him. Drain my damage, I drain yours. Right-click punch, back into him. Now the catch onto Lays. Dawnbreaker dead. The barracks are falling so quickly. There's no answer. Mira does get killed off. Clock and the Dawn takes her down, but no one being demolished by this Morphling in Mars. Trapped inside his own Yules, the Cape not going to save him. And Yatoro just going deep behind the tier 3, tier 4 towers. alone. He will die and lose the Aegis, but he'll soon have the backup of the rest of his squad. In comes Collapse again with a spear across. Yatoro turns into Razor and drains all of V-Tune's damage. He's dead with no buyback, and that's got to be game. A minute and a half with no Razor, no... Перейдем ко второй карте. Что в целом вообще можешь сказать по ней? Мы допустили несколько ошибок, в частности я, на линии. Вот, линия пошла немножко по пизде. Вот, могли сыграть лучше гораздо. Но имеем, что имеем, играем, с чем играем, как говорится. Карта уже на столе. Нажрались мы нереально на всех линиях. Да. Насколько я вообще понимаю, в принципе, доту. Я не знаю, что там в топе происходило, но в боте так. Ну, там Зевс на 4.40 ультанул, убил меня, пробил в топе челов. И, в принципе, на этом наша линия закончилась, в принципе, в боте. У меня 3-й, у Dawnbreaker 5-й. Я такой, ну что, Эрик, делать что-то будем на линии? Или дальше совсем хуй? Но ничего сделать мы не смогли. И я решил принять волевое решение, пойти на 4-м левеле в лес, побить. А там уже и мид освободился. И, в принципе, когда я уже забрал мид, я камбэкнул по нетворсу. Ну, точнее, по XP больше, чем по нетворсу. Но по нетворсу я потом камбэкнул. В принципе, эту игру можно объяснить так, что у них нет тавер дэмэджа, нет рож дэмэджа и нет пуш потенциала. А у нас есть морф, который один разменивает Т2 тавер с 5 вражескими героями. Очень хорошо их сплитили в какой-то момент с Мирой в топе. Стягивали внимание, купили БКБшки с Кади, и, в принципе, их игра закончилась. Да, игра была очень непростая. Ну как, на самом деле, там много таких интересных ситуаций вышло. Например, когда мы поставили вард на их горку, Мира поставил вард, мы поняли, что они тоже поставили вард, они сняли наш вард. Мне говорят, Ярик, там вард. Я такой, сейчас ломаю, прихожу, ставлю сентри, вижу их вард, даю тычку, они успевают сломать мою сентри. Я в этот момент думаю, что я уже одну тычку дал по варду. И думаю, ну поставлю второй сентри, успею дать тычку, сломаю вард. Что происходит? Ставлю сентри, а вард фуловый. Успевают дать тычку, мою сентри ломают, вард динает. Как бы сказать... В принципе, из-за чего мы тоже немножко проиграли бот-линию. Это из-за того, что... Это в какой-то мере порешало. Это порешало в какой-то мере. Это было не ключевой. Это как бы... не стало прям переломным каким-то моментом, но на мой личный взгляд. Свой плод оно дало. Дало, определенно. Дало, да. В боте, на самом деле, линия у нас была не самая плохая.
Так неудачно сложилось, что первую пачку мы впушили, и как-то линия сильно натянулась в их сторону. Да, и они очень просто сильно. начали кидаться своими способностями, а способности у них, ну, скажем так, очень сильные. Например, неприятно, когда тебе молоток по голове прилетает. И ничего с этим нельзя поделать. А ты просто водой плескаешься. Ну, то есть понятно, кто сильнее. Мы там неплохо разменились, даже попытались кого-то убить, но не получилось. Но И потом еще молния въебала летит, да, на 4-й минуте? вот молния, блин, от громоверца вообще была неприятная. Там еще так вышло, что я купил вард, поставил такой довольно нетривиальный вард, который давал бы неплохой импакт на линии, на мой взгляд. Но Зевс ультанул. Зевс ультанул, Морф испарился, и вард тоже, собственно, вслед за ним. Вот, это стало переломным моментом на нашей линии, после нее уже стало очень сложно. Но, как уже в нашей команде принято, Илья принял волевое решение пойти в лес, а я остался на линии. И иногда так складывается, что когда такое происходит, я стою один, и получается вообще неплохо. Я там начал качаться, меня особо было не просто выгнать. Да, короче, кто-то пришел, я не помню, но не суть, это не так важно. Я задолжил ганг и сделал хитрый телепорт на Т1 вышку и начал там собирать кучу опыта. Как-то так игра произошла, что у меня был очень хороший левел, потому что я качался в 8. Пришел Саня, я украл нюк бабки, у меня был 7-й левел, и мы с ним начали уже наводить суету на карте. Ярослав в нашей команде суетельник. Мне тоже везло, я дважды смог уклониться от хукшота клока. Где-то потом еще от одного ганга ушел. Ну, короче, мы очень много гангов задоджили, как-то вот прям все очень удачно сложилось. Ну и, как обычно, Илюха раскачался и втащил катку. А насколько вот ты вообще считаешь, все ли было под контролем? Верил ли ты в победу до конца? У меня все было под абсолютным контролем. В принципе, всю игру я понимал, что я делаю, я понимаю свою цель, я иду к ней. Понял, что в этой игре я куплю Скади БКБ, точнее БКБ Скади, и, в принципе, для них игра закончится. Потому что у них 0 героев против 6-слотового морфа, даже 4-слотового морфа. Как-то так и получилось. Да. Купил Скади, и мы выиграли. Да, нажал R, V, R, Q и убил. И убил всех. Примерно так, да, это Да. было? Несмотря на большую доминацию команды Нави, у них их пул героев не позволял им закрепить эту доминацию Аегисом, бессмертием, воскрешением. Или объектом, вышкой какой-то? Да, вышек у них тоже никто не бьет. У Зевса, как известно, пассивка не работает на вышке, к сожалению. Пока что. Мгм. Да, но мы это исправим. Они сделали все, что могли, но игра затянулась, и они проиграли. Так, ну что ж, на этом мы, пожалуй, и закончим. С вами была вечерняя аналитика. Бай, Ярослав Мипошко Найденов и... Илья Мулерчук. Ятора. Да. Я Халилов почему-то. Да, понимаю. Кто не хочет стать магом в нынешнее время? Да. До скорых встреч.